Приветик, дорогие друзья! С вами, как всегда, Яна, и вы на канале Na'Vi Apex Legends. Прямо сейчас мы находимся недалеко от нашего киевского офиса, и, как вы наверняка уже успели заметить, вокруг меня очень много собачьего корма. А все потому, что сегодня мы вместе с вами поедем в приют в Гостомеле, которым опекается организация Happy Paw. Этот приют на ежедневной основе содержит около 500 собак и 150 котов, поэтому необходимы медикаменты, корм и различные расходники. Мы им кое-что прикупили, и сегодня вместе с вами все это и привезем. Но каким образом это все касается нашего канала и Апекса в целом? Дело в том, что сегодня я поеду не одна, а вместе с Саней. Он с удовольствием и с радостью согласился составить мне компанию. Поэтому сегодня у нас с вами будет уникальная возможность познакомиться с ним немного поближе. Поэтому ставьте нам лайк авансом, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну, а мы поехали за Сашей. Приятного просмотра! Ну что, друзья, я думаю, что вы наверняка узнали, этот игрок не нуждается в представлении. Привет, Саша, рада тебя видеть. Как вообще твое настроение перед нашей сегодняшней поездкой? Супер, выспался наконец-то за несколько дней. Это режим себе немножечко сбил с просмотром ЛГСа. Да, есть такое немножко. Кстати, мы об этом сегодня тоже с тобой поговорим. Бывал ли ты ранее в приютах, либо же у волонтеров, которые берут на передержку животных? В приютах не бывал, но с волонтерами многими общался. Обычно на конвенциях каких-нибудь, вот, например, на Комик-коне ежегодном нашем, который в Киеве проводится, там очень часто есть секция, куда могут с животными приходить, в том числе животных с косплеями, и там же могут из приютов как раз-таки животных привозят, чтобы люди, могли там... Взять себе. Да, взять с собой. Давай расскажем нашим зрителям, где мы вообще находимся. Мы находимся на Подоле, один из самых старых и самых красивых районов нашей столицы. Здесь, по сути, и живет Саша, где-то здесь. Кстати, как часто ты вообще выходишь на улицу прогуляться с друзьями, увидеться с кем-то или там банально в магазин? Сейчас не супер часто, потому что у меня прямо супер близких знакомых, с которыми я обычно гуляю, двое из них учатся за границей сейчас и не возвращаются в Киев, даже учитывая то, что у них закончилось обучение. Потому что выезжать снова – это очень большая морока. Есть такое. И еще один сейчас очень занят работой, поэтому мы можем там на выходных встретиться, но обычно все. Вот. На выходных, получается, выхожу. Но все равно потенциально тебя можно захантить где-нибудь на Подоле. Конечно. Чтобы взять автограф, либо сфотографироваться. Так что, зрители, если что, знаете, приезжайте на Подол и в режиме хатика ищите Сашу. Нам еще рано с тобой выезжать в приют, нас ждут немножечко позже, поэтому есть немножечко времени, дабы прогуляться и в целом поболтать с тобой. Тем более есть что обсудить. Ты правильно сказал, совсем недавно ты открыл для себя новую ачивку. Ты кастил ЛГС. Расскажи, как так вообще произошло, что ты кастил этот турнир, и насколько новым для тебя был этот опыт? Кастил я уже не впервой. У нас с Кириллом 9 импульсом общий знакомый Алсиор, который меня познакомил. И он меня уже пару раз звал кастить, в том числе Про-лигу, когда были не наши игровые дни. Первый сезон, второй сезон, очевидно, там уже не получалось, во Львове был. И, в принципе, очень прикольно было покастить такой уже более масштабный турнир. И в прошлые разы там получалось, что буквально там на 2-3 часа приезжали 6 игр посмотреть, а в этот раз уже побольше. В этот раз мы приезжали туда пачкой в последние 3 дня 4 человека. Я, Макс Стрейф, Бульбазавр, Алсиор. И сидели там с, грубо говоря, с 8 вечера и до утра, до конца комендантского часа. Как раз игры заканчивались под то время. Да, в том-то и дело, что чемпионат мира, LAN, огромное количество зрителей, фанатов, это безумно зрелищно и интересно. Но 10-часовые эфиры, насколько это вообще сложно и утомительно было лично для тебя? На самом деле, только в первый день было относительно сложно, потому что режим был, усталость была под конец. Уже очень сильно хотела спать, но потом режим получилось, что подстроился, потому что я уснул в 7 утра, проснулся там прямо под эфир за 2 часа. И в целом очень даже круто было.
Хотел бы повторить подобный опыт? Да, но желательно, конечно, на лане присутствовать. Вот, кстати, по поводу этого. Насколько игроку интересно и комфортно находиться по ту сторону сцены, скажем так? По ту сторону сцены в плане... Комментирование, кастерство. Ну, это интересно. Нас еще пригласили, скорее как, ну, очевидно, у нас нету с Макс Трейфом опыта профессионального комментирования как такового по сравнению с Алсиором. Поэтому нас пригласили как комментаторов /аналитиков. И мы этим и занимались по большей части. Мы давали инсайты в игру команд. Вот так вот. В целом интересный опыт. Очень. Давай с тобой тогда в 2 словах обсудим сам ивент. Как тебе чемпионат мира? Какие команды смогли тебя удивить в хорошем и плохом смысле этого слова? Какие были форс-мажорные ситуации, которые вы часто обсуждали на тех же эфирах? И, конечно же, Dark Zero. Смогли ли они тебя удивить второй раз, забрав этот турнир? Так, те команды, которые меня очень позитивно удивили, это Фурия. Ну, очевидно. Да, потому что, по-моему, никто не думал, что они будут настолько хороши. Все понимали, что они суперски дерутся с другими командами, но чтобы просто играть турнир, как будто это обычное ранкед-лобби, это прямо, ну, за этим было очень весело смотреть. Команды, которые меня... Разочаровали, да. Это, наверное, Скорзы и Альянса. Ну, в большей степени Альянса. Скорзы прошлый лан плохо отыграли, этот намного лучше. А вот Альянсы прямо в последних играх очень сильно чувствовались растерянными. Но в целом они, по-моему, в топ-10 зашли. А Dark Zero, было понятно, что они сильная команда, но прошлый турнир они играли без Генбертона. И как бы мы можем увидеть, что как все хоть и знают, что Генбертон это чуть ли не лучший контроллер в Апексе, но они смогли выиграть прошлый турнир без него и этот турнир вместе с ним. То есть они показали, что они, очевидно, команда мирового уровня. Спокойно, ну, относительно спокойно забрали 2 лана подряд. Они очень хороши. Хорошо, давай с тобой вернемся снова к району, где мы сейчас гуляем. По сути, на Подоле ты и вырос. Да. И бывали ли у тебя в твоем детстве такие ситуации какие-то сумасшедшие, невероятные, когда ты вот даже сейчас вспоминаешь, думаешь, господи, как тогда вообще мне пришла такая идея в голову, как я вообще тогда выжил? Ну, на самом Подоле не было. Самое экстремальное, что мы делали, это там, ну, наверное, на площадках, вот на, я даже не знаю, как это назвать, ну, такие детские площадки, на которых палки есть, по которым ты как бы должен понизу ползать руками. И мы по ним бегали. Вот там, по-моему, один из моих знакомых споткнулся, руку сломал. Боже Но мой. вот это вот самое критичное, что было именно на Подоле. А так, в детстве на даче, когда мы были, там была заброшка, мы по ней лазили. И там было прям очень небезопасно, особенно для детей. Мне тогда было лет, наверное, 14-13. И там можно было очень легко упасть, разбиться, но вроде Помимо как... того, что там еще есть люди разные, которые могут там обитать, не совсем безопасно. Но вроде как все живы, все целы остались, это главное. А вот если бы, к примеру, я спросила бы у твоей семьи, у твоих близких и родных, каким ты был ребенком в детстве, как думаешь, как бы они ответили? Из того, что они мне рассказывали, я был той еще Шкодой. Потому что не хотел делать то, что мне говорили. Бунтарь. Бунтарь, да. Очень не хотел учиться, но компромисс мы какой-то нашли. Как, в принципе, мне кажется, очень многие дети в детстве ты не хочешь не идти ни в школу, ни уроки эти делать, хочется где-то гулять, Да. компьютерные игры хочется поиграть. Вот, к слову, как ты вообще познакомился с компьютерной индустрией, с игровой индустрией в частности? Кто тебе в этом помог? И помнишь ли ты вообще свою самую первую игру? Самая первая игра, это мне тогда было 4 года, и у нас тогда появился, по-моему, компьютер только в семье. И
Star Wars Battlefront 2 2002, по-моему, года выпуска. Это была моя первая игра. У меня есть прям очень четкое воспоминание, как я в 4 года там рано-рано утром иду в него играть. Поэтому вот. А ходил ли ты в детстве в компьютерные клубы там с друзьями, условно? Да, когда уже чуть старше вырос, в первый раз вместе со своим братом пошел. Там я в первый раз в CS 1.6 поиграл. О, И мне очень понравились тогда уже компетитив-шутеры. И тогда уже, наверное, что-то начало у меня то, что, неплохо было бы и на этом попробовать как бы зарабатывать. Когда я первые турниры начал смотреть, еще по 1.6. И прямо вот, когда я уже вот точно решил для себя, что хочу себя попробовать в этом, это True Sight 2011, по-моему, года, где Na'Vi выиграли International. Тогда решил, я тоже хочу быть как они. а в тот момент ты сам играл в доту? Да, я играл в доту, так, с друзьями, потому что мне мобы не очень сильно нравились. Получилось так, что мне конкретно дота не нравилась, потому что я для себя открыл LoL, который мне намного больше по душе. Ты сейчас играешь в WoW? Да, поигрываю. Но в большей степени у меня, очевидно, лучше получается в шутеры играть, потому что я в них большую часть своей жизни играл. И вот так, да. Вот приходит к тебе осознание, ты узнаешь про компетитив, ты смотришь на Na'Vi, и ты такой, я тоже хочу быть как они. Очевидно, ты начинаешь очень много играть. Да. Как родители относились к тому, что ты так много времени проводишь за ПК? Наверняка ругали. Их, не ругали, потому что я там на выходных тоже решал остаться поиграть, вместо того, чтобы пойти а-ля погулять с друзьями, там в футбольчик поиграть у школы. Но мы договорились, что пока у меня все в школе нормально по оценкам, пока я домашнее задание делаю, а потом сажусь играть, у них проблем с этим никаких не было. И вот так вот я и играл. Во что ты еще играл до выхода Apex? Помимо CS, Dota, LoL? Моей основной игрой до выхода Apex был Overwatch, в котором я стабильно заходил в топ-500, часто с нескольких аккаунтов. Пытался там даже в какой-то компетитив играть, но у нас не особо получалось. И поэтому, как только вышел Apex, я увидел возможность. У меня были знакомые из Overwatch, которые тоже собирали свою команду. И вот тогда я впервые начал, уже как-то меня начали люди узнавать, в комьюнити Apex. Когда мы в 7-8-9 играли в еще самую первую про-лигу, которую комьюнити сделала. Вместе с Ксаней и Эля Эсдес. Вот как раз по поводу твоей первой команды мы с тобой тоже обязательно поговорим. Хотелось бы узнать твои самые первые впечатления после того, как ты поиграл впервые в Apex, вот после бетки условно. Сразу ли тебе понравилось или нет? Да, мне очень сильно нравились батл рояли. До этого я играл в PUBG и в Fortnite пытался. Fortnite мне не очень понравилось, потому что я сразу понял, что там очень многое завязано больше на строительстве, чем на стрельбе. В PUBG у меня тоже было 800 часов, но мне очень сильно не нравился маленький ТТК. И поэтому, когда вышел Apex, это получился как более аркадный PUBG. И это именно то, что я очень сильно хотел от PUBG, чтобы было больше ТТК, более быстрый мувмент, и это все было в Apex. Я помню, когда только анонсировали Apex, Electronic Arts сделали прям огромную ставку на Apex как в будущем на очень крутую киберспортивную дисциплину, потому что, по сути, кроме FIFA, у них больше киберспортивных направлений вовсе нет. Ты тогда также относился к Apex как к потенциально крутой киберспортивной дисциплине? Или просто катал по фану с друзьями, потому что тебе просто нравилось? Наверное, в первый месяц, когда я только открывал для себя игру, опять же, через знакомых в Overwatch, потому что я не узнал из уст в уста. И мне она понравилась, я начал в нее играть так, как вторую игру. Все равно продолжал в основном в Overwatch играл, где-то месяц первого Apex. Потом решил, мне игра очень сильно нравится,
она выглядит, как будто в ней есть потенциал. И я решил полностью перейти. И вот в тот момент я уже начал искать себе команду и очень сильно игру воспринимать. А сколько тебе было тогда лет? Ой, тогда мне было 17. Это примерно, наверное, 11 класс, либо первый курс универа. Это конец 11 класса был как раз-таки, да. Как ты совмещала и тренировки в том же Overwatch и в Apex последующем, и учебу без потери последнего, скажем так? Я, в принципе, к ЗНО, как оказалось по итогу, был вполне себе готов, даже без особой подготовки в школе. И поэтому я как бы там нам уже перестали много задавать. У нас там почти свободное время было, потому что все учителя понимают, что хотят ученики готовиться. И домашнего задания не было, условно говоря. Ну, по сравнению с тем, что было там, допустим, в 10 классе или в первой половине 11. И поэтому я большую часть времени тратил на игры. Я почему спрашиваю? Потому что у тебя были стримы, которые назывались «Катаю в Apex перед парами», и спустя пару часов «Катаю в Apex вместо пар». Расскажи, пожалуйста, как раз о том периоде, когда ты заканчиваешь школу, и перед тобой встает выбор будущей твоей профессии, специальности, университета. Ну, у меня родители очень сильно хотели, чтобы я тоже врачом стал, потому что и папа, и мама врачи. Я пошел в первый курс меда в Богомольце. Понял, что это не мое. Закрыл первый курс. По-моему, я там не очень хорошо было. Там по анатомии 4, и то с натяжкой была. И вот как раз-таки из-за анатомии, ну еще химия, из-за анатомии и химии я подумал, блин, я лучше свалю отсюда, пока не поздно, и уже на следующий год поступлю на компьютер-сайенс, на котором я сейчас обучаюсь. Как отреагировали родители на твое решение? Они просто были рады, что я хоть где-то учусь, что если у меня не выгорит, потому что тогда еще не было никаких гарантий, что я начну получать деньги, это еще до первых каких-либо выигрышей было. И они просто были рады, что я хоть где-то учусь. То есть для них важно, чтобы ты получил именно чтобы у меня был план «Б», условно. Как в целом они сейчас относятся уже к киберспорту? Сейчас более положительно. И вроде как даже поддерживать пытаются. То есть потенциально они посмотрят это интервью? Возможно. Здорово. Смотри, я так понимаю, что нам уже совсем скоро нужно будет подвигаться в сторону этого приюта. Нам нужно будет купить еще куриное филе. И меня вот только что осенила гениальная мысль. Нам нужно взять с собой какую-то еду тоже в дорогу, что-нибудь найти. И, кстати, по поводу еды. Извини за нескромный вопрос. Ты сейчас сам живешь или с кем-то? Сам. Как будто бы я напрашиваюсь на ужин. Сам живу. Ты сам себе готовишь? Да. Любишь ли ты готовить? Умеешь ли ты готовить? Или что не жарится, то яйца, что не варится, пельмени? Ну, я сейчас просто имею, в принципе, очень скромный рацион. В плане том, что я как бы и в процессе похудения, поэтому я себе немного готовлю и ничего жирного. Но и мне особо не нравится тратить на это время, поэтому у меня обычно там гречка или рис вместе с курицей, индюшатиной, ну, с птичьим мясом. Вот. Звучит здорово. А что по поводу доставки? Пользуешься ли ты доставкой? Какую кухню предпочитаешь? Доставкой я пользуюсь так себе, когда вот прям лень готовить, но я себе условно сделал раз в 2 недели, могу себе что-то заказать и прям, ну, поесть классно, cheat day, так называемый. И я себе, в принципе, заказываю иногда и бургеры, могу заказать что-то из азиатской кухни. Очень нравится, например, рис с курицей, который именно с азиатским соусом. Ну, я не знаю, как это по-другому. Ну, азиатская кухня, условно. Ну, да. Азиатская кухня очень нравится тоже. А есть ли какие-то блюда, либо продукты питания, которые ты вовсе не ешь, ни при каких обстоятельствах? Ни при каких обстоятельствах, наверное, нету. Но я очень сильно не люблю рыбу, вообще в любом виде.
И из рыбы, не знаю, ну вот, наверное, только форель неплохая, а остальное прям не очень. А продукты питания? К примеру, вот я не ем изюм и не люблю холодец. А если холодец с изюмом, Холодец не люблю, да. то это просто все мама, я не буду цього їсти. В общем, ты в этом плане солидарен. Да, холодец. Ну, вот мы общались тоже, пока на ЛГС были, там в перерывах про еду общались, потому что ну, заказывать как бы ничего нельзя было. Мы просто обсуждали еду, и вот Какую все... бы вы еду ели, если можно было? Да, и все сказали, что не любят холодец. Ну что, друзья, мы все-таки нашли кое-какую еду. Тут могла бы быть легендарная распаковка, но распаковки не будет, потому что нам пора уже ехать. Нам нужно заехать купить еще куриное филе, и мы с вами увидимся уже в приюте. Друзья, мы уже приехали в приют, как вы наверняка видите по нашему внешнему виду, мы уже успели немножечко заглянуть, мы уже выгрузили все, что необходимо для приюта, и прямо сейчас с нами стоит Максим, это управляющий приюта Гостомельского для животных, и хотели бы, конечно, попросить показать нам ваш приют и рассказать нашим зрителям, что это за место. Ну, здравствуйте, спасибо, что приехали, очень классно. Вот, животные вас приняли, уже сразу видно, что вы хорошие люди, потому что очень важно, как животные реагируют на человека. И это показатель очень хороший, да, потому что бывает, люди приходят, животные наотрез от них просто, даже не с помощью приезжают, а их не воспринимают. У вас вот обратная ситуация, животные успокоились, как видите, тишина, вот, и вас приняли все, и коты, и собаки, и щенки, и котята. Я сейчас начну петь и прилетать. Да, поэтому, ну, как сказать, приветствую вас на территории добра и милосердия, и вперед смотрим. Самая красивая собака. Очень. Скажи, я очень красивый. Скажи, да. Я бундес-собака, но живу здесь. Скажи, никуда не хочу идти. Друзья, если вы вдруг смотрите сейчас именно этот момент и подумали о том, что было бы круто завести вот такого себе маленького цуцика домой, который будет дарить вам постоянно счастье, удовольствие, тепло и заботу, и вы уверены, что вы сможете опекаться им, и вы уверены в своих силах, то обязательно приезжайте, берите животное и не ждите подходящего момента, потому что подходящий момент, чем сейчас, уже точно не будет. Все полетело. Мы уже немного прогулялись по приюту, вы нам показали, по сути, практически всех ваших обиталицев, кроме одной собачки, которую вы обещали показать нам в конце. Покажем, да. Расскажите, пожалуйста, сколько примерно сейчас собак находится и Ну, кошечек? мы стараемся, чтобы в приюте единовременно сейчас количество не превышало 600 животных, но приют реально рассчитан, до 1000 животных может держать единовременно. Но практика показала, что скучивание животных приводит зачастую к большим проблемам и понижению качества жизни животных. Поэтому для приюта значительно важнее не количество единовременно, а количество принятых и отданных в семьи. Вот над этим показателем мы работаем. То есть вот это самое главное. Чем больше мы примем животных, подготовим и отдадим в семьи, тем лучше работа приюта. К примеру, приезжает к вам человек, говорит, я хочу взять у вас котика либо собачку. Что для этого необходимо? Первый вопрос, который был все время, это вопрос, человек должен нам
в хорошем смысле это доказать, что это член семьи будет. Что это не просто там игрушка какая-то, или это эмоциональный всплеск. Иногда люди под эмоциями животных вот берут. То есть они не понимают ни ответственности, ни сколько временных промежуток займет жизнь животного с ним. Они бытом не готовы поделиться с животным. И когда человек в простых выражениях и в простых аргументах показывает нам, что это будет полноценный член семьи, то, конечно же, мы всегда за. Это мы. Следующим этапом это называется выбор друг друга, потому что человеку может понравиться собака, а собаке человек может не понравиться. Такие случаи регулярно бывают. То же самое с кошками. Поэтому... Ваш кот полюбил нашего оператора. Да. Поэтому для того, чтобы животные и человек выбрали друг друга, они общаются. И вот там, где наступает вот эта вот химия, любовь называется, да, то они выбирают друг друга. Обычно так происходит. Но сейчас еще серьезный очень вопрос в связи с тем, что я понимаю состояние людей и понимаю, что у них были обстоятельства принимать такие решения, но количество выброшенных животных во время эвакуации в Киевской области, в частности, в марте месяце, превысило все разумные и неразумные пределы. Это был какой-то Армагеддон для этих животных. Тысячи животных, выброшенные на улицу с абсолютной бесперспективностью дальнейшей жизни, под бомбами, снарядами, от голода и так далее, умирать. Это, конечно, страшное зрелище было. Вот. Поэтому сейчас один из вопросов, который мы задаем, что вы будете делать при, не дай бог, повторении ситуации? Насколько, это опять-таки возвращается к вопросу, если член семьи, готовность, ответственность. Это ответственность, что животное не бросят, как, знаете, закрыли кота в квартире и уехали. И умирает смертью храбрых. Без еды, без воды, без всего. Он перекусит провод. Я серьезно вам говорю, Сеня. Если вот прямо сейчас нас смотрят ребята, которые понимают, что они, скорее всего, не готовы, либо у них нет возможности взять животное, но они хотели бы как-то помочь приюту, как бы они могли бы вам помочь? Смотрите, существует 4 вида помощи базовых. Самый простой вид помощи – это просто позвонить за несколько дней до приезда, исходя из того бюджета, который у вас есть, мы просто по списку скажем, нам в среду звонят, мы говорим, в субботу нам нужно будет то-то, 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 то-то. И таким образом мы перераспределяем денежные ресурсы людей, которые хотят помочь, на временной промежуток. И таким образом у нас нет так, что все взяли и привезли только, к примеру, корм. Или взяли, все привезли только шприцы. Да? Кто-то шприцы привез, кто-то курицу привез, кто-то кефир, кто-то яйца, кто-то бытовую химию, кто-то какие-то препараты, кто-то мясо привез и так далее, и так далее. Таким образом, разумно и очень эффективно распределяются средства, которые можно использовать на нужды животных. Это первое. Второе, помощь еще проще, да, это через наши социальные сети или просто напрямую контакт с нами получают реквизиты и какой взнос может вносят. Или там подписываются на какие-то соцсети наши, на Patreon, там еще где-то там какие-то каналы у нас есть. Вот, люди делают просто ежемесячные взносы, которые формируют бюджет приюта. Третий вид помощи, очень важный, это когда люди приезжают и тратят свое драгоценное время, несколько часов работают в приюте. У нас всегда есть работа, всегда. Вот. Но тут есть такой вариант, что некоторые не хотят работать, но хотят провести время с животными. И вот, пожалуйста, они могут приехать, побыть с животными, поиграть с ними, посидеть. Это называется социализация или по-простому колбасотерапия. То есть приезжают с колбасой, заходят к щенкам, которые чуть-чуть побаиваются людей, и 2 часа сидят и играют с ними, там прыгают, бегают, гавкают, кормят колбасой. В результате и людям хорошо, и собаки к людям привыкают. Потому что есть собаки, поступающие с травмами психологическими с улиц, и им нужно привыкать к человеку. Вот. 4-я, главная помощь, это, конечно же, взять животное из приюта. Это главное. Подводя итоги, скажем так, нашего общения, хочу сказать, во-первых, ребята, несмотря на то, что есть такие чудесные люди, как Максим, и такие крутые приюты, где животные действительно счастливы, это не повод ни в коем случае быть безответственным хозяином и выбрасывать свое животное на улицу, вне зависимости от войны, от жизненных обстоятельств и других различных ситуаций. Раз вы берете животное, имейте в виду, что оно с вами до конца жизни. А во-вторых, если у вас есть желание, возможность приехать, помочь, знайте, что вам здесь будут очень рады.
И вам будет здесь интересно и хорошо, это точно. Вы уйдете отсюда с большим позитивом. Не со слезами, не с горем, не с вопросом, почему так, да? А вы уйдете отсюда с позитивом, и вы действительно напитаетесь положительной энергией, и вы очень много добра своим временем, которое вы отдадите здесь животным, дадите им счастье. Это точно. Это проверено уже. Просто в какой-то момент у меня кот сел сзади и начал петличку грызть. И я такая думаю, так, сейчас я тебя аккуратненько уберу от петлички. Там он Ну решил... и что? Не-не, Отгрыз? Не-не-не, он просто решил проверить батарейки. Все ли хорошо? Когда мы только готовили эту съемку, мы планировали, что мы поедем в приют. Об этом узнала одна из коллег, девчонок, которая работает в Нави. И сегодня она приехала вместе с нами для того, чтобы выбрать маленького котенка для своей дочки. И вполне возможно, уже сейчас она определилась и забирает его к себе домой. Поэтому, если у вас есть такая тоже возможность, я повторюсь еще раз, обязательно решайтесь, приезжайте, если у вас есть желание, возможность, и вы уверены, что вы сможете хорошо за ним ухаживать. Погнали, посмотрим. Мы уже переместились в более тихое и спокойное место. Мы находимся на Оболоне, это парк Наталка, где мы с тобой, по сути, обсудим самую, наверное, интересную часть этого интервью. Это начало твоей киберспортивной карьеры. Давай с тобой поговорим про твою первую киберспортивную команду по Апексу. И если мне не изменяет память и не обманывает Википедия, это как раз была команда 789, в которой ты отыгрывал под ником как раз год Speedneck. Расскажи, пожалуйста, как ты стал игроком этой команды и почему ты отыгрывал по таким никам? Не связано ли это с аниме? Ну, ник, да, чуть-чуть связан был с аниме. Мне вообще нравилось слово «нека», но мне еще коты нравились. А подумал, просто «нека» будет не очень. И мне слово «Godspeed» очень сильно понравилось в тот момент. Я уже не помню почему. Это, скорее всего, с Overwatch было как-то связано. 789 это два моих хороших знакомых из Overwatch, с которыми мы очень много в дуо играли. И они в тот момент искали третьего. И я залетел в ЛС, написал: вам третий нужен, да. И они такие: еп, давай затраем. И мы вот пошли там в тот же день, по-моему, первые скримы сыграли, у нас неплохо получилось. Потом на пролиге какие-то результаты неплохие показывали, стабильно в топ-5 сидели. И да, и вот так вот начали играть вместе. Ты вот сказала о том, что это, возможно, было связано с аниме, в частности. А как давно ты увлекаешься аниме вообще? Ой, наверное, по-моему, первое аниме я посмотрел в 12 лет. Это была «Тетрадь смерти». Мне очень понравилось. Я там просто начал уже искать новые, смотреть, что люди советуют посмотреть. У меня в школе знакомые оказались, которые тоже смотрят аниме. Я у них рекомендаций просил, и вот так вот потихоньку начал все больше и больше смотреть. Сейчас будет немножечко Дудя. Топ-3 лучших аниме прямо сейчас. Топ-3 лучших аниме. Код Гиас, Врата Штейна и... Даже не будет Атаки Титанов, что? Ну, я не супер большой фанат Атаки Титанов, но она хорошая. Но в топ-3 я бы не ставил. И третья, очень сложно. А третье, друзья, напишите в комментариях. Да. Вот, ваше любимое аниме. Исходя из того, что ты увлекался аниме, уже увлекаешься около 8 лет, есть ли у тебя в планах, либо, возможно, твоя небольшая мечта попасть в Японию, в силу того, что это, по сути, колыбель и родина этого жанра? Да, есть такое. Хотелось всегда там побывать. Очень много видел красивых видео, картинок о том, как там все выглядит. Хочется это вживую посмотреть, потому что вживую все всегда выглядит лучше. Намного лучше. Кстати, по поводу Японии, совсем недавно ты отыгрывал небольшой турнир Select Cup, если не ошибаюсь. Это как раз японский турнир, в котором принимают участие приглашенные европейские звезды. И вы там заняли 4-е место. Несмотря на то, что вы отыгрывали на японском сервере, у вас был невероятно высокий пинг. Да.
И, насколько я понимаю, это был фановый такой опыт, но, честно признаться, сложно представить, как можно фаниться, когда у тебя такой, высокий пинг. Ну, на самом деле в Apex пинг ощущается не так, как в других играх. Мгм. Как это лучше сказать? Ну, это точно неприятно, но вот регистрация попаданий намного лучше чувствуется, чем, например, в том же Overwatch, потому что в Overwatch я достаточно часто играл на американских серверах. Там у меня там 150-180 пинг был, и он чувствовался хуже, чем 250 в Apex. Поэтому играть вполне себе возможно. Единственное, что это, да, то, что тебе всегда нужно первым выходить из-за угла и начинать стрелять, потому что если ты заходишь за угол, то в тебя 100% еще прилетает куча пуль. Поэтому тут такое. Но в целом опыт интересный был. Да. Весело было поиграть, посмотреть, как будут играть другие команды, потому что там, получается, собирались и контент-креаторы, и про-плееры из азиатских команд, из APAC North, APAC South. И все там в сборной солянки играли. Как сам думаешь, почему в Японии Apex настолько сильно популярен? Мы это на мейнкасте обсуждали, и мы не смогли понять, почему. Потому что вот Япония — это из азиатских стран. Так получается, что у них особо нету суперпопулярных других игр. Они особо не играют в те игры, которые популярны в Корее. Они, или играют, но не показывают таких же результатов, как, допустим, в StarCraft, в Overwatch, где корейцы считаются пиком игры, лучше них никого нету. В Японии не так, а в Apex как раз-таки получается, что в Японии просто супер жесткие игроки. Да, все наоборот. Да. Хорошо, давай снова вернемся к твоей первой команде, к 789. Ты играл вместе в одной команде с девушкой. Да. Просто сейчас женский киберспорт, по крайней мере, в Valorant и в ВКС очень сильно развивается. Появились лиги, поддержка от турнирных операторов. И вот совсем недавно мы анонсировали еще один женский состав, только уже по Valorant. К сожалению, в Apex ситуация немножечко похуже. Турниры есть, но все они, скажем так, любительского уровня. Да. И как ты думаешь, стоит ли турнирным организаторам, операторам, разработчикам обратить внимание на прекрасную половину Apex комьюнити, в частности? Проблема в том, что, по-моему, все женские игроки, о которых я знаю, вполне себе спокойно могут играть про-лигу вместе с парнями, потому что они играют очень хорошо, как стримеры, как вот SDSU 789, как Air, который контент-креатор, которая контент-креатор. И они супер играют, и они могут играть в про-лигу спокойно. Они точно будут на уровне с игроками там. То есть, по сути, делать какие-то обособленные лиги для женской аудитории не имеет никакого смысла? Конкретно в Apex, да. Потому что девчонки могут на одном уровне играть с другими ребятами. О которых я, по крайней мере, знаю, 100% могут играть спокойно. Как ты стал игроком команды Croak Road? После вот этого всего Кракова я там из-за мединститута особо играть не мог в игру. И потом я решил уйти из мединститута и продолжить попытаться в Apex, начать чего-то добиваться снова, потому что я хотел играть в эту игру, она мне нравилась. Мне написал Вруп, который в тот момент был LFT, его подписали Краукраут и сказали, бери любых двух игроков, которых захочешь. Он написал мне и Энлайеру из Overwatch лиги. А вы до этого с ним как-то общались, пересекались? С Врубом нет. А как так вышло, что именно тебе он написал? Наверное, особо других игроков не было. Сильных других игроков не было. По-моему, тогда уже все, кто хотел играть в Competitive Apex, в тот момент уже были в командах по рекомендации от других игроков. Потому что после Кракова сразу подписали же 789, у которых заменял Exens меня, Luminosity Gaming. И по рекомендации от них, возможно, тоже. Я не спрашивал, почему он конкретно Я прям представляю, когда тебе Рук пишет: «Добрый день, Александр, по рекомендациям хочу к вам обратиться. Пожалуйста, не желаете ли сыграть?» Там, по-моему, было что-то такое: «Сань, го в команду». Я пошли. Ты помнишь самое первое впечатление вот после общения или после знакомства с Толей? Сразу ли он тебе понравился?
Нет. Мне вначале казалось, что он играет чуточку чересчур агрессивно, но это нам давало больше результатов, чем то, как мы играли в 7-8-9, но это я уже потом потому как мы наигрывали, потому как я понял, как вокруг него играть, уже лучше начало получаться. Потому что мы в 7-8-9 очень позиционно играли, то есть залутали, как сейчас это называется, хождением в зону, просто залутался и побежал в центр, и сидишь, все, никого не трогаешь. Но это потому, как пролига была построена на таком, то, что за убийство поинтов не давалось, давались поинты только за плейсмент. И поэтому файтиться было, незачем. И когда там уже другие форматы, я начал понимать, что, наверное, так правильно играть. И мы вот начали играть, и у нас получалось. Мы, по-моему, какой-то из ILGS-ов qualification выиграли. На каком-то заняли 3-е место, на каком-то заняли 4-е место. То есть результаты были хорошие? Да, результаты были хорошие. Там выиграли мы тот, когда мы уже с Хроном начали играть. Тогда Enlayer мы, по-моему, заняли 3-е место, и Enlayer в тот момент решил уйти в Valorant. И мы с Хроном уже тогда первый турнир, который мы с ним играли, заняли 1-е место. Вот так какое у тебя было первое впечатление после общения с Хроном? Сразу ли он тебе тоже понравился или тоже не сразу? Хрон веселый очень. Я в плане, наверное, коммуникации. Знаешь, когда ты общаешься с человеком, ты понимаешь, что вот мой человек, мне с ним комфортно, приятно. Потому что мы прекрасно понимаем, что здорово, когда игрок хорошо играет, но очень важна, какая-то личная составляющая. Там коммуникация в команде, насколько человек агрессивный, конфликтует, насколько он приятный. Там сходу у нас пошло, мы там во время турнира, на котором 1-е место заняли, шутили, сидели. В общем, получали кайф от игры. Как раз играя за эту команду, ты меняешь свой ник на нынешний, Саня, ты уже начинаешь выступать. Почему решил поменять свой ник? Потому что меня все Саней называли. Я подумал... Это не имело никакого смысла, получается, что так. Да, почему бы и нет. Знаешь, там на арену выбегает Godspeed Neck. Саня, это Саня. Так, это, знаешь, это для нас оно, Саня, Александр, а для иностранцев они, у них нету такой корреляции. У них Александров Санями не называют, это уж точно. Поэтому, это у меня тоже было в голове, что, под Европу нормально. Самое то как раз подойдет. Да. В июле того года вы становитесь игроками Luminosity Gaming. Как раз вот ты, Врукбы и... Тогда у нас Ксаня был, потому что Luminosity Gaming тогда не показывали результаты, и тогдашний их менеджер решил заменить 2 игроков, взять нас с Врукбом. Было, конечно, неприятно тогда с Хроном прощаться, но от такого предложения отказываться сложно. Мы играли, и потом спустя... Мы, по-моему, лето все вместе играли, там у нас было 3 или 4 турнира, на которых мы проходили в финалы, но особо ничего не занимали. Там, может, топ-10 пару раз было, но не особо выше не было. И тогда нам, сказали, можете себе 3-го выбрать. Мы Хрона тогда позвали. Хроны, я бегу. Да. Так и было. По сути, под этим клантегом вы выступали дольше всего, если мне не изменяет память, и если я ошибаюсь, поправь меня. И вроде как вы залутали больше всего призовых, сравнительно с вашими предыдущими командами, именно под клантегом Luminosity Gaming. Расскажи про какой-то период, либо, возможно, турнир, либо момент, выступая под этим клантегом, который тебе запомнился больше всего. Еще когда был каньон, когда респауны пытались каньон в компетитив вернуть, мы были очень близко к тому, чтобы вылететь. Врукб остался последним, и было еще в живых, по-моему, 14 складов, и он дожил до топ-2, залутал несколько киллов, и это нам засекьюрило проходку в следующий раунд, и мы там, по-моему, тоже заняли 5-е или 4-е место по итогу в общем в турнире. Это вот мне прям до сих пор помнится. Через какое-то время вы становитесь уже командой Maestro Gaming. Как так произошло? Почему так сложилось, что вы ушли из Luminosity Gaming? Тогда Luminosity, потому что все ланы, которые были, потому что у нас был пас, грубо говоря, на 2 лана, но из-за ковида отменились они. Luminosity в тот момент решили уйти из Apex,
и их вот до Швеции не было в Апексе. Они вот вернулись вместе с мексиканским составом новым. И тогда мы сидели, просто играли вместе и написали Хрону, потому что Хрон уже играл под Маэстро, когда был в Quake еще. Как старому знакомому: йоу, мы хотим в Апекс зайти. Как там свободное место может быть? Да. И у нас уже был инвайт на Про-лигу, и они нас подписали. Мы под ними играли тогда уже, да. Я не могу у тебя не спросить про Twitch Rivals, который как раз проходил примерно в то же время, когда вы выступали под этим контегом. Ты выступаешь в команде вместе с Импульсом. Как это вообще произошло и понравился ли тебе такой опыт? Да, это было весело. Twitch Rivals поиграть, побегать, поубивать других стримеров. Но там так получилось, что у Сансета в тот момент еще не было галки на Твиче, а на Twitch Rivals могли играть только партнеры. И поэтому Кирюха меня позвал, и мы поэтому вместе с ним играли. Так бы он, скорее всего, своей командой просто играл и, наверное, выиграл бы. Потому что у нас была пару раз мискоммуникация, потому что меня взяли как специалиста по ревенанту, когда он еще был играбельным персонажем. Это прям сейчас звучит максимально забавно. Специалист по ревенанту. Ну да. Ну так по факту и было. Он меня позвал, и мы из-за этого с ревенантом играли. У нас неплохо получалось. И там в последней игре просто так получилось, что нас оффдроп убили. Мы побежали просто в другой конец карты крафтиться, а за нами пришел сквад. Просто из ниоткуда, который тоже пришел крафтиться, и мы поэтому закончили на втором месте, а у нас были все шансы занимать первое. Расскажи, пожалуйста, про какой-то турнир, который тебе запомнился по тегам Майстра больше всего. Или, может быть, это период какой-то там существования команды, либо какой-то момент внутри команды. На первой Про-лиге, где мы, по-моему, 5 сквадов, которые в нас летели, потому что зона закрывалась, подряд закрыли. Это рядом с тогда еще не Сифоном, а Sorting Factory в сторону Харвестера. Вругба по итогу второй или третий сквад нокнул, и мы по итогу с Хроном там против 2 сквадов чуть ли не одновременно дрались и выиграли. Это, наверное, самое крутое было, что на том турнире произошло. Ну, еще когда мы поняли, что мы уже проходим на лан, который должен был бы быть, но они за 2 недели до его якобы начала говорят: нет, мы его отменяем. По итогу онлайн-финалы были, и как бы все. Помнишь же ты момент, когда вам прилетел инвайт от Натус Винцера? Да, но прилетел он мне уже, как бы там начались, по-моему, какие-то переговоры в этот момент. Наш менеджер мне написал, потому что они там уже разговаривали, Вруг, Хрон и этот менеджер, и он мне написал спустя, наверное, где-то неделю уже того, как переговоры идут, в 3 часа ночи. Я больше не могу этого скрывать. В 3 часа ночи мне он написал, что типа, ну, на созвон, и там что-то, я уже не помню, что мы обговаривали, но что-то мы обговаривали в тот момент. И я вот тогда узнал вообще, что происходит, что нас хотят подписать Нави, и, конечно, я рад был. А как в целом ребята такие, типа, боже, ну насколько это было неожиданно для вас, что Нави могут прислать инвайт? Блин, для меня это вообще супер неожиданно было, потому что... Особенно 3 часа ночи. Ну да, он просто реально из ниоткуда. Мне менеджер пишет, я не знал, что они о чем-то говорят. Я лежал, видосы смотрел в кровати, и тут манагер пишет: йоу, там... Успеешь? Да. Там поговорить нужно, не знаешь, Вруг спит, нет? Я такой: ого, нифига. То есть вы прям 3 часа ночи созвонились? Да. Там прям ночью это было, да, все. Добрейший вечерочек, как бы нас с нами хотят. Что думаете по этому поводу? Да, найс, все, спасибо большое. Ну, получается, что реально так и было. Похоже на то. Ребята, у нас на канале было и есть огромное интервью со всеми игроками нашего состава о том, как вообще ребята стали частью нашей организации. Если вы вдруг не видели, обязательно посмотрите и подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Чем сейчас занимается команда? Был ли у вас какой-то командный отпуск, либо там индивидуальный отпуск? Успели ли вы немножечко отдохнуть, набраться сил? Ну, у нас получился стихийный отпуск, потому что Вруг переезжает из Турции в Сербию, и у него не было просто возможности никакой играть.
Поэтому мы просто занимались каждый своим. И вот уже завтра у него вроде как подключают интернет, и мы будем начинать еженедельники играть. Есть ли у вас какие-то, возможно, командные традиции, по типу там зайти вместе в Discord, посмотреть фильм вместе, либо там что-то обсудить? Нет, такого, наверное, нету. А как много вы вообще проводите времени друг с другом вне тренировок и раков? Ранкет играем достаточно часто. Ну, в рук с Хроном у них у обоих Nintendo Switch есть. Они там играют, ну, играли, по крайней мере, насколько я знаю, в Mario Party, я не помню, как гонки называются, Mario Kart. Вот в такие вот игрушки они там играли. Тимбилдинг у них был на двоих такой. Звучит прям хорошо, Mario Kart. А так все какие-то проколы мы обычно обсуждаем вот сразу после того, как они произошли. То есть во время игры мы умерли, мы сразу начинаем почему, как, что можно было сделать по-другому, и все. И потом ждем следующей игры, чтобы друг друга там не загонять в тильт, допустим, если там душить. Грубо говоря, не начинать душить. Бывают ли у вас какие-то конфликтные ситуации? Мне просто кажется, со стороны вы всегда очень, очень дружные, вот такие прям единые. Видно, что вы хорошо общаетесь между собой, и хорошая коммуникация, в команде есть энергия. Бывают ли у вас какие-то конфликтные ситуации? Ну, иногда после того, как кто-то, ну вот на еженедельниках, потому что на еженедельниках нету такого давления, как на обычных, ну, как не на обычных, а как на, допустим, той же пролиге, или, ну, я представляю, как на лане было бы, но на лане там это уже другой вообще можно уровень. начать драться вообще. Да, да. Когда кто-то какую-то откровенную дичь делает, то тогда, да, может быть какое-то негативное высказывание. А кто чаще всего может такую дичь делать? Ой. Ну, как показывает практика, статистика некая. Наверное, если посмотреть за тем, кто гонится просто за килами на таких турнирах, то это я. А если вот какие-то ошибки, потому что там, ну, может, невнимательно достаточно слушал ИГЛа, то Хрон. Вруг идеальный, потому что он ИГЛ, он все колет, поэтому он ошибиться не может. Вот, секрет идеальности. Нужно просто быть ИГЛ для того, чтобы быть идеальным тиммейтом. Я просто думала, как раз ты скажешь на Вругба, только потому что там, знаешь, может быть, какие-то ошибки на этапе пикабана, там, ну вот, так, ну, типа... ошибок на этапе пикабана как таковых быть не может, потому что, ну, мы выбираем, чем играть задолго до турниров. То есть мы обычно во время турниров не меняем. Мы, по-моему, один-единственный раз пик поменяли, и это помогло нам квальнуться. Но это когда был Каустик криптомета, и мы как раз-таки взяли криптокаустика вместо Гибралтара Каустика. Это вот единственный раз, когда мы поменяли, это нам помогло. Так мы обычно стараемся придерживаться какого-то одного пика. А кто чаще всего вынужден, скажем так, прогибаться под новых персонажей? То есть я. Каково оно? Да, на самом деле... Типа ты становишься более гибким в плане это не пула. сложно, потому что, ну, наверное, самый сложный персонаж в игре — это Гибралтар, а на нем у меня уже достаточно экспириенса, а на других персонажах я просто играю в ранкет, ну, если вдруг нужно на них начать играть, и нормально получается. Просто, знаешь, как мой гибон просто идеальный, who's next, просто давайте следующего. Ну, не то чтобы идеальный, но я, наверное, в СНГ, наверное, лучший. Вот так вот. Хорошо, чем ты занимаешься в свободное время? Свободное время, когда я уже условно потренировался, я стараюсь поиграть вначале в Apex, прежде чем идти в какую-либо другую игру. Но либо играю в другие игры вместе со своими друзьями, либо... Тот же LOL. Да, LOL. Вот сейчас вот DMC 5. Смотрю стримы, ну, турнирные стримы, если такие есть. Или смотрю аниме, или читаю мангу. На что настроение будет? В конце уже нашего интервью хотелось бы с тобой обсудить планы. Хотя сейчас очень сложно говорить о каких-либо планах. Каждый из нас живет сегодняшним днем условно, потому что никто не знает, наступит ли завтра и как именно оно наступит, да, как бы странно это ни звучало. Я предпочитаю говорить не планы, а желания. Вот у меня есть желание в конце августа, к примеру, взять отпуск. Какие у тебя есть желания на данный момент и какая-то, возможно, мечта? На лан попасть. На лан попасть. Вот это, наверное, то, что я больше всего сейчас хочу. А второе, это, ну, чтобы это все уже закончилось и все спокойно стало. Хотя бы, ну, Я у думаю, нас.
Я думаю, что каждый, кто сейчас смотрит это интервью, имеет очень такое же желание, потому что хочется, чтобы все закончилось, все стало нормальным, чтобы Украина победила наконец-то, и все попробовала вернуться к условно прежней жизни. Ну и в конце уже по традиции, мы с тобой провели сегодня целый день, это прям удивительно. В конце уже по традиции ты можешь сказать пару слов фанатам, болельщикам и всем тем, кто смотрит прямо сейчас это интервью. Спасибо, что продолжаете поддерживать нас, даже после того, как мы немножечко напортачили на прошлой пролиге, но мы обязательно исправимся. Ой, ну все. Ребята, вам огромное спасибо за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если так и есть, то пишите об этом обязательно в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Саш, тебе огромное спасибо. Мы действительно провели с тобой сегодня целый день. Мы побывали сегодня у тебя на твоем родном районе и поехали в приют. Взяли котенка, ну, пускай не себе, но все равно один маленький ротик мы забрали и увезли по итогу. Огромное спасибо тебе за то, что рассказал, как в целом ты вообще развивался в киберспорте, как проходило твое детство. Ты огромный молодец, тебе огромное спасибо за интервью. Ребят, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Пока-пока.